Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Сегодня у меня куличи. Два совершенно разных рецепта. Каждый год на Пасху я готовлю обязательно и тот, и другой. Я расскажу почему. Еще по вашим просьбам покажу, как я готовлю творожную Пасху. Она у меня без яиц и сливочного масла. Начну, конечно же, с нашего семейного рецепта куличей. Я уже делилась им на своем канале «Вкусная минутка», и отзывы получаю только положительные. Смотрите по ссылочке в описании. Куличи по этому рецепту всегда получаются невероятно вкусными, даже у тех, кто готовит их в первый раз. Если нужно кого-то удивить, попробуйте этот рецепт. Результат всегда потрясающий. Так пекла моя бабушка, так печет моя мама, и я пеку куличи только так. Другие рецепты даже не смотрю. И вы, я уверена, тоже именно на этом остановитесь. Пол-литра молока кипячу и оставляю, чтобы остыло. В теплое молоко добавляю 2 пакетика сухих дрожжей. Это 22 грамма. Обычно использую именно сухие. Если дрожжи свежие, тогда нужно примерно 100 грамм. Когда дрожжи растворятся, добавляю муку, как на оладьи. И оставляю в теплом месте до увеличения в 2 раза. Тут важно не передержать, чтобы опара не осела. По времени всегда по-разному, точно не скажу, но в среднем где-то минут 20. В миску разбиваю 15 яиц. Вернее 13 яиц плюс 2 желтка, а 2 белка оставляю для глазури. Сразу отвечу на часто задаваемый вопрос. Яиц немного, так как из этого количества ингредиентов получается примерно 20 средних куличей. Постепенно добавляю к яйцам сахар, примерно 450 грамм. Куличи получаются в меру сладкие, но если любите послаще, сахара можно добавить чуть больше. Ко взбитым с сахаром яйцам добавляю ванилин, чайную ложку соли и 200 грамм сметаны, лучше пожирнее. Снова перемешиваю и вливаю растопленное сливочное масло. Масло не должно быть горячим. Добавляю готовую смесь к опаре. Перемешиваю. И начинаю понемногу добавлять муку. Муку я обязательно просеиваю минимум 2 раза. Всего на это количество у меня уходит примерно 2,5 кг муки. Но это приблизительно. Все зависит от самой муки, конечно. Когда смесь станет вот такой густой, добавляю изюм. Я его предварительно хорошо промыла и просушила. Продолжаю замешивать тесто, постепенно подсыпая муку. Чтобы тесто взяло муки меньше, смачиваю руки маслом. Долго тесто не вымешиваю. Когда оно станет вот таким однородным, перестанет липнуть к рукам, собираю в комок и выкладываю в большую емкость. У меня сегодня 2 емкости, так как теста получается много. Оставляю в теплом месте до увеличения в 2,5 раза. Это может занять от 60 до 80 минут. В комнате, где подходит тесто, не должно быть сквозняков, а еще тесто любит тишину. Так всегда говорила моя бабушка. Тесто поднялось. Подготовлю формы. Я в последнее время использую вот такие бумажные. Мне очень нравятся. Куличи всегда получаются ровненькие и румяные. Формы хорошо смазываю растительным маслом или смальцем. Выкладываю тесто из кастрюли. Вот такое красивое оно получается. Обминаю немного и отщипываю от него кусочки. Выкладываю на дно формы. Тесто должно быть чуть меньше половины формы. Я обычно пеку куличи разного размера, но время выпечки при этом одинаковое для всех. Ставлю наполненные тестом формы на противень и оставляю в теплом месте еще на 20-30 минут. И только потом ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю примерно 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Обычно такое количество куличей выпекается у меня за 2 раза. Куличи из второй партии получаются чуть менее сладкие.
но не менее вкусные. Теперь глазурь. Белки взбиваю миксером, постепенно добавляя сахарную пудру. На 2 белка обычно уходит примерно 200 грамм сахарной пудры. В конце обязательно добавляю щепотку лимонной кислоты. Вот что получается. Если глазурь жидковата, можно добавить еще немного сахарной пудры. Достаю куличи из форм. Они еще даже не остыли. Бумажные формы, конечно, можно и оставить, но я всегда снимаю. Вот такие румяненькие получаются куличи. Осталось смазать верхушечки глазурью и украсить. Сегодня у меня получилось 12 средних и 9 маленьких пасочек. Моя бабушка именно так всегда их называла. Сейчас разрежу. Куличи получаются очень нежные, пористые, ароматные и очень-очень вкусные. Они долго не черствеют, поэтому я всегда готовлю сразу много. Я очень рекомендую этот рецепт. Уверена в нем на 100%. Знаю, что куличи обязательно получатся и обязательно всем понравятся. Но хочу показать еще один рецепт. Творожные куличи без дрожжей. Невероятно вкусные, влажные, пористые, с нежным сливочным вкусом. Такие куличи тоже очень долго не черствеют. И с каждым днем становится только вкуснее. Это, наверное, самый быстрый рецепт кулича. И если у вас не хватает времени приготовить куличи из дрожжевого теста, очень рекомендую попробовать именно этот рецепт. Мой старший сын любит такие куличи даже больше, чем классические, поэтому я обязательно готовлю на Пасху и те, и другие. Самое важное в этом рецепте – хорошо измельчить творог. Я делаю это в блендере. Можно через сито перетереть, но крупинок быть не должно, иначе у вас получится просто кекс. Творог можно брать любой жирности. У меня сегодня 2 вида. Это не очень важно, важно его измельчить до однородного состояния. Разбиваю в миску 5 яиц. 1 белок оставляю для глазури. Слегка взбиваю венчиком. В другой емкости соединяю измельченный творог 450 грамм, 400 грамм сахара. Если не любите сильно сладкие, можно добавить меньше. Пакетик ванилина, щепотку соли, взбитые яйца и 150 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваю. Я это делаю венчиком. Теперь к этой смеси постепенно добавляю просеянную муку с разрыхлителем. Сразу же сюда добавляю изюм. Его я заранее хорошо промыла и просушила. Перемешиваю все ложкой. Вот такое получается тесто. Формы смазываю растительным маслом и наполняю их тестом чуть больше, чем наполовину. Даже где-то на 2/3. Тесто хорошо распределяю в форме, чтобы куличи получились ровненькими. Не рекомендую использовать слишком большие формы. У меня диаметр 9 см, и это в самый раз. Из такого количества ингредиентов обычно получается 4-5 средних куличей. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю 35-40 минут. Я проверяю на готовность деревянной палочкой. Сверху могут появиться трещины. Это нормально. Под глазурью этого не будет заметно, а на вкус это уж точно не повлияет. Глазурь готовлю точно так же. Взбиваю белок, постепенно добавляю сахарную пудру и в конце щепотку лимонной кислоты. Убираю бумажные формы и украшаю куличи, пока они еще теплые. Такие куличи намного вкуснее, когда постоят хотя бы сутки. Лучше всего хранить куличи в закрытой картонной коробке. Я всегда именно так и делаю. Вот что внутри. Если не сказать, что эти куличи не настоящие, как говорит мой папа, то никто не догадается, что они без дрожжей. И внешне, и по вкусу они нисколечки не уступают куличам настоящим. И многим они нравятся даже больше. Буду рада, если понравится и вам. И третий рецепт – творожная пасха. Было много комментариев с просьбой поделиться своим рецептом. Делюсь. Это не единственный рецепт, по которому я готовлю творожную пасху. Есть у меня еще один,
но он времени занимает целых 3 дня. А этот рецепт я люблю за то, что он быстрый и очень простой. Но самое главное, что здесь нет ни яиц, ни сливочного масла и очень мало сахара. Пасха получается очень вкусная и совсем не жирная. А времени на приготовление нужно минут 10. 10 грамм желатина высыпаю в тарелочку и заливаю небольшим количеством воды. 3-4 столовых ложки. Температура воды 70-80 градусов примерно. Перемешиваю до полного растворения желатина. Творог измельчаю, как в предыдущем рецепте. Его мне нужно 600 грамм. Как я готовлю творог для такой пасхи, я уже показывала, ссылочка в описании. Выкладываю в миску, добавляю сахарную пудру 80 грамм. Нам по сладости достаточно, тем более, что творожок у меня совершенно не кислый. Сюда же 200 грамм жирной сметаны, 25-30%. Перемешиваю. Добавляю пакетик ванилина, подготовленный изюм и желатин. Можно добавить не только изюм, а, например, курагу, чернослив, цукаты или орехи. Вот такая получается творожная смесь. Форму застилаю изнутри влажной марлей и наполняю. У меня это количество как раз помещается в форму полностью. Заворачиваю края марли. Сверху устанавливаю небольшой пресс и ставлю в холодильник на сутки. Через сутки достаю пасху из холодильника. Переворачиваю ее на тарелку, аккуратно снимаю форму, а затем марлю. Вот такая красивая получается пасха. Можно украсить при желании, но я этого обычно не делаю. Сейчас разрежу. Пасха получается очень нежная, ароматная, в меру сладкая и совершенно не жирная. Подходит практически всем, даже тем, кто на диете. Попробуйте приготовить. Все рецепты, как всегда, под видео в описании. Как всегда, жду ваши отзывы. Присылайте фото ваших куличей и других блюд, приготовленных по моим рецептам, в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.